Всем привет, дорогие друзья! У меня на канале уже очень много рецептов хачапури. И сегодня хочу приготовить еще один. Это слоеный хачапури на дрожжевом тесте. Он получается очень вкусный, со множеством слоев. Внутри много начинки. Обязательно его приготовьте и попробуйте. Тесто здесь просто нежнейшее. Для приготовления теста мне понадобится в теплом молоке разведу дрожжи. Сначала всыпаю сахар и всыпаю дрожжи. Перемешиваю. Оставлю постоять минут 5-7. В миску просеиваю муку. Добавляю соль. Перемешиваю. Вливаю дрожжи в муку. Добавляю яйцо. Яйцо должно быть комнатной температуры. Вообще все ингредиенты должны быть теплые. Замешиваю тесто. Добавляю растопленное сливочное масло. Муки для рецепта может понадобиться чуть больше или чуть меньше. Мука везде разная. Поэтому смотрите по консистенции теста. У меня сейчас тесто получилось немного липковатым. Я добавлю сюда буквально граммов 20 муки. И перейду к замешиванию на столе. Буду вымешивать его примерно 7-8 минут, пока тесто не перестанет прилипать к столу и к рукам. Муку сюда я больше добавлять не буду. Хочу, чтобы тесто получилось очень нежным и воздушным. Посмотрите в итоге, какое тесто у меня получилось. Оно абсолютно отстает от стола и отстает от рук. Руки слегка смазываю растительным маслом. Беру чистую миску. Также смазываю растительным маслом. Подбираю тесто, подкатываю его в шар. Перекладываю в миску, закрываю его пленкой и отправляю на расстойку в теплое место примерно на 1 час. Мне надо, чтобы тесто увеличилось в объеме больше, чем в 2 раза. Для слоения теста я буду использовать особенное масло. Я его смешаю с мукой. Здесь у меня 150 граммов масла и 80 граммов муки. Добавляю масло в миску. Масло у меня мягкое. Я его заранее достала из холодильника. И всыпаю муку. Хорошо все перемешиваю ложкой до однородности. Благодаря добавлению муки в масло слои не будут слипаться и тесто будет легче раскатывать. В итоге должна получиться вот такая вязкая масляная смесь. Для приготовления начинки мне понадобится сыр натру на крупной терке. Я использую сыр моцарелла. Конечно, в хачапури очень хорошо подходит сыр сулугуни. Но у меня сулугуни нет, поэтому заменяю моцареллой. Добавляю в сыр творог. Я использую домашний творог. Как сделать его дома, вы можете посмотреть у меня на канале. Я оставлю ссылку под видео в описании. Также, по желанию, по вкусу, можно добавить немного орегано. Я добавлю примерно пол чайной ложки. Мне очень нравится именно начинка, в которой присутствует запах орегано. Хорошо все перемешиваю. По желанию в эту начинку можно добавить еще яйцо, но я не добавляю. Если сыр у вас недостаточно соленый, начинку можно также еще немного посолить. У меня получилась вот такая однородная масса. Теперь я ее немного разглаживаю и разделю визуально на 4 части. У меня будет 4 лепешки, 4 хачапури. Масляную смесь я выравниваю и разделю визуально на 4 части. Тесто просто великолепно подошло. Достаю его из миски и разделю на 4 части. Каждая часть примерно по 235 граммов. Все кусочки подкатываю в шар. Тесто такое нежное, просто воздушное. Кусочки перекладываю на тарелку, закрою пленкой и оставлю отдохнуть минут на 5. Рабочую поверхность подпыляю мукой. Беру первый кусочек теста, переворачиваю и раскатываю его в тонкий пласт. Друзья, подписывайтесь на мой кулинарный канал Люда Easy Cook.
И обязательно включите колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о выходе новых рецептов. У меня получился вот такой тонкий пласт теста. Толщина примерно пара миллиметров, длина 38, ширина 30. Сверху я выкладываю четвертую часть масляной смеси и распределяю тонким слоем сверху на тесто. Теперь скручиваю рулет. И подворачиваю его улиткой. Перекладываю на тарелку. И формую следующие 3 улитки. Я сформовала все 4 улитки и сейчас отправлю их в холодильник примерно минут на 20-30. Тогда их легче будет раскатывать. Тесто полежало в холодильнике. Оно у меня лежало примерно минут 40, чуть дольше. И посмотрите, оно уже даже в холодильнике хорошо подошло. И сейчас беру по одной улитке и буду раскатывать. Остальное тесто ставлю обратно в холодильник. Рабочую поверхность подпыляю мукой. Выкладываю первую улитку. Сверху также подпыляю слегка мукой. Оставшиеся ставлю в холодильник. Раскатываю тесто в круглую лепешку. Лепешку можно перевернуть. Сейчас ее диаметр у меня составляет примерно 25 сантиметров. На середину выкладываю четверть начинки. И теперь аккуратно все собираю в мешочек. Поджимаю тесто, слегка подпыляю мукой, переворачиваю. И сначала руками немного растягиваю. И теперь скалкой. Получается вот такая красивая лепешка. В середине я сделаю небольшую дырочку для выхода лишнего пара. Сейчас диаметр моей лепешки получился 21 сантиметр. Перекладываю ее на подготовленный противень. Я его выстелила пергаментной бумагой. Точно таким же образом формую следующие лепешки. Сверху лепешки смажу одним желтком и добавлю немного растительного масла. Хорошо разбалтываю и смазываю. Оставлю лепешки постоять на столе, ничем не накрывая, примерно минут 10, чтобы сверху подсохла смазка. Сейчас хачапури я отправляю выпекаться в хорошо разогретую до 200 градусов духовку примерно на 25-30 минут. Конечно, вы ориентируйтесь по своей духовке. Противень я ставлю на средний уровень, включен верх и низ. Первые хачапури испеклись. Вы только посмотрите на эту красоту. Какие они великолепные! Просто потрясающие. А аромат передать словами невозможно. Конечно, сразу же отправляю выпекаться вторую партию. А эти перекладываю на решетку и оставлю немного остыть. Хачапури получились невероятно вкусные, очень слоеные и много начинки. Рекомендую их приготовить и попробовать. А я желаю всем приятного просмотра и приятного аппетита. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь им с вашими друзьями в социальных сетях. Подписывайтесь на мой канал Люда Изикук «Позитивная кухня». Всем пока!